Всем привет! Хочу рассказать о микрофоне от фирмы DJI, модель Mic Mini. У меня на канале уже есть обзор на этот микрофон, но без ресивера. Теперь мне в руки попал и ресивер, поэтому решил выпустить небольшой обзор этого микрофона, но уже с ним. Ресивер по размеру такой же небольшой, как и микрофон. Его можно использовать как с телефоном и ПК, так и с другими устройствами, например камерами. На нем есть кнопка включения, сопряжения и шайба регулировки усиления. Также есть разъем для подключения кабеля 3,5 мини-джек и порт USB-C. Есть светодиодная индикация на ресивере, которая показывает режим работы ресивера и микрофона. Обновление прошивки на самом микрофоне и ресивере осуществляется путем подключения устройства по Bluetooth к телефону или кабелям USB-C к ПК. Я использовал первый вариант в паре с программой DJI Mimo. Сразу оговорюсь, что после прошивки ресивер перестал подключаться через разъем Lightning к телефону от Apple, а именно модели iPhone 12 mini. К Android телефону подключается без проблем. Особенностью работы микрофона с ресивером заключается в возможности усиления и включения режима шумоподавления на микрофоне, а также возможность подключить еще один микрофон к ресиверу и записать стереозвук, или разделить микрофон для разных источников звука. В ресивере тоже есть аккумулятор, и он начинает заряжаться, если ресивер подключен к телефону или ПК через USB разъем. Данный обзор записал с помощью этого микрофона совместно с ресивером и режимом шумодава. Программа DJI Mimo позволяет обновлять прошивку на микрофоне и ресивере, а также открывает возможность настраивать сам ресивер, включать шумодав на микрофоне, например. Качество записи изменилось. Во-первых, появился шумодав. Во-вторых, возможность усилить или наоборот уменьшить уровень звука микрофона с помощью шайбы на ресивере. Да и стабильность записи стала лучше. По итогу скажу, что лучше, конечно, использовать микрофон совместно с ресивером, и лучше сразу покупать микрофон с ним. Работа микрофона с ресивером оставляет приятное ощущение. Это и возможность подключения к ресиверу сразу двух микрофонов, а также возможность усиления звука с микрофона и включения шумодава. Есть и минусы у этого микрофона. Это невозможность подключить микрофон к телефону от Apple после обновления прошивки. Но возможно это касается только старых моделей телефонов с iOS 18, так как именно эта ось стоит на моем телефоне. Есть комплектация уже с ресивером и двумя микрофонами и кейсом для удобного использования. Вот такой опыт использования у меня получился. Спасибо, что досмотрели обзор. Если было интересно, ставьте палец вверх и подписывайтесь. Если есть что обсудить, пишите комментарии. Всем пока!